Доброе утро, друзья. Вчера я не спала где-то часов до 3 ночи. Меня осенила идея, что, наверное, наступила пора снимать, как я провожу свои дни, как питаюсь и как худею. Как я обедаю, что я ем на ужин, ну и вообще, как я худею. Я вам говорила в видеоролике знакомства, что мне еще надо скинуть минус 20 килограмм. Сейчас я проснусь, буду красивая, накрашенная, а сейчас пока не накрашенная, страшная. Привет. Хорошего вам дня и отличного настроения. Обязательно натощак, как только проснулись, необходимо выпивать стакан воды. Для того, чтобы наш организм с вами проснулся, мы могли себя привести в порядок, да, и запустить каким-то образом обмен веществ. Только после этого мы начинаем приводить себя в порядок, умываться. У меня стакан воды 300 мл. А пить вы можете по желанию теплую, талую, кипяченую. Но самое главное, что это должно быть не кофе, не чай, а именно чистая вода. Пьем стакан воды. Начинаем. Все, пойду приводить себя теперь в порядок. Потихоньку начинает просыпаться семья. Это мой папа, про которого я вам рассказывала, когда с вами знакомилась. Припоминаете? Доброе утро. Все члены нашей семьи начинают утро со стакана чистой воды, в том числе и папа. Я не хочу, чтобы меня снимали, блин. А это средняя сестра Ксюшка, которая также с утра пьет воду. А вот и проснулся мой младший брат. Он с утра быстрее бежит на весы для того, чтобы посмотреть результат, а сестра Ксюша ему помогает. На ПП питании Толик у меня сравнительно недавно, всего лишь 3 месяца. За 3 месяца он сбросил 9,5 килограмм. Отличный результат, не правда ли? Чтобы окончательно проснуться, он также идет на кухню выпить стакан чистой воды. Это проснулась у меня черепаха Тортила. Она подходит к стиральной машинке для того, чтобы показать, что она очень сильно хочет плавать и кушать. Я уже проснулась, и я пойду накрывать стол себе и своей семье. Семья у меня большая, и, естественно, мне надо всем разогреть, всем поставить на стол. Сегодня у нас выходной, суббота. Завтракать мы все начинаем с 9 до полдесятого. Первым делом я разогреваю кашу. На завтрак мы кушаем гречневую кашу с молоком, ячневую, геркулесовую, пшенную, пшеничную, которая варится на воде. Кашка довольно-таки вкусная. Мужчинам я кладу по 3 столовые ложки, нам, женщинам, по 2 ложки. По весу это примерно 130-160 грамм. Еще к завтраку у меня яичный рулет. Форма у него немного странная, но посмотрите, какой он в разрезе. А по вкусу замечательный. Один кусочек 40 грамм. По весу это получается чуть меньше одного яйца, хотя норма максимальная 2. В первой половине дня для того, чтобы ощущать чувство сытости в течение дня, нам необходимо употреблять больше медленно усвояемых углеводов. Именно поэтому на завтрак я всем даю по кусочку хлеба. Средний вес одного кусочка 35-40 грамм. Вместо сливочного масла я использую майонез. Объясню почему. Из-за жирности. В майонезе жирность 67%, в сливочном масле 82,5%. Майонез для бутербродов менее жирный, но гораздо вкуснее. Для того, чтобы сделать вкусный бутерброд, нам понадобится майонеза всего лишь 6-10 грамм. Помните, кусок хлеба весил 36 грамм, плюс я положила майонез. Теперь нам надо размазать майонез по хлебу. Также на завтрак я отрезаю по кусочку сыра, поскольку нам необходимы белки. По весу 6-10 грамм. Бутерброд с яичным рулетом и с сыром готов. Вкусно и питательно. На завтрак мы пьем чай, черный или зеленый, с сахарозаменителем вместо сахара. Если вы любите кофе, можете выпить 1 чашечку, но не более за сутки. Когда я подаю кашу на стол, то я обязательно добавляю пол чайной ложки сметаны 10% вместо сливочного масла. Через 2,5-3 часа наступит время перекуса. И что мы кушаем на перекус, я вам точно так же расскажу. Наступило время перекуса. Время 11:00. Пора опять звать семью. Сейчас я вам покажу, что я кушаю на перекус. На второй полдник у меня будут мюсли с орехом. В принципе, они бывают разные. Вы берите любые, главное не кукурузные. Мужчины накладывают себе 4 столовых ложки, женщины 3. По весу это 50-70 грамм. Берем 1,5% молоко, мужчины себе наливают в мюсли 150 мл, женщины 100. Перекус у меня готов, и всех пора звать к столу. Не забывайте, пожалуйста,
перед перекусом минут за 10 опять выпить стакан воды. Это очень важно. Следующий прием пищи у нас обед. Начинается он с часу до часу 30. Также натощак перед обедом мы пьем воду. Норма воды в день, как я описывала в своих роликах, 30 мл на 1 кг вес. Наступило время обеда. Обедаем, я повторюсь, с 13:00 до 13:30. И я вам сейчас покажу, что мы кушаем. Поскольку я решила спонтанно снять эту передачу сегодня ночью, я готовила сегодня все на скорую руку. Это у меня вкусная диетическая рыбка минтай, которую я готовила в микроволновке. Готовится эта рыба в микроволновке очень-очень просто. Режем на мелкие кусочки минтай, добавляем лук, болгарский перец, помидор, зелень, соль, специи по вкусу. Перемешиваем рыбу с овощами, накрываем крышкой и ставим в микроволновку на 20 минут. Напиток на обед у меня лимонный. В кастрюлю набрала воды, нарезала туда лимонов без кожуры, добавила сахар-заменитель и прокипятила минут 5. Затем разлила по бутылкам и поставила в холодильник. Очень вкусно и полезно. А в качестве горячего у меня на обед суп перловый с тушенкой. Внизу под видео в комментариях я вам оставлю ссылки, как приготовить эти блюда с учетом калорийности. Себе и сестре я наливаю 250 мл этого супа, это 2 половника, мужчинам чуть побольше, 300-350. К рыбе в качестве гарнира я приготовила картофельное пюре на воде. Порцию я измеряю средним половником. Нам с сестрой по одному, 120-130 грамм, мужчинам 2, 250 грамм. К картофелю я раскладываю рыбу, себе и сестре я кладу 120-130 грамм, мужчинам 150-180. И обязательное условие нашего обеда – это необходимо положить какие-либо овощи. Повторюсь, что я совершенно спонтанно веду съемку, поэтому никакие салаты я не готовила, просто положила слабосоленую маринованную капустку. Кстати, готовил ее мой брат, получилось очень-очень вкусно. Обычно овощи и фрукты в нашем рационе составляют большую часть. Но поскольку капуста у нас маринованная, ее при нашем питании можно совсем чуть-чуть, поэтому я себе с сестрой положила по 120 грамм, а мужчинам по 170. Поскольку с утра мы уже достаточно съели углеводов, я напомню, что мы с утра кушали кашу, на перекус мы кушали мюсли, то пришла пора уже углеводы потихонечку урезать. То есть основное правило у нас, прием углеводов у нас идет в первой половине дня для того, чтобы мы не испытывали чувство голода во второй половине дня. То есть до обеда мы должны съесть 70% от суточного рациона. И сейчас вместо хлеба я подам хлебцы. Это будет 10 грамм, 2 кусочка. Хлебцы, как вы видите, у меня пшенично-ржаные. В любом супермаркете есть отдел для диабетиков. Именно там я их покупаю. По желанию супчик можете заправить зеленью и 1 чайной ложкой 10% сметаны. Обед я приготовила, пора всех приглашать к столу. Хочу вам пожелать также приятного аппетита. Время 4 часа и время следующего перекуса. И сегодня у нас на перекус будет нектарин. Кстати, я вам хочу рассказать о том, когда зимой мало очень ягод, фруктиков, да, которые нам необходимы, мы нашли замечательный способ. Берем замороженные ягоды, ну, например, клубнику, размораживаем, вес где-то 100-130 грамм. Чайную ложечку сахарозы в размороженную клубничку. С утра я это делаю, к вечеру у нас свежая ароматная клубника готова. Поэтому мы круглый год кушаем фрукты, ягоды, овощи. Правда, мы сидим на ПП питании не так уж давно, всего лишь 11 месяцев, 12, но все равно мелочи, но приятно. И не забудьте выпить стакан воды. Норма воды на 1 килограмм веса человека 30 миллилитров. Встретимся на ужине. Наступило время ужина. Время у нас 6 часов. Сегодня я, конечно, немножко лодерничаю. На ужин у меня будет молодая картошка, селедка и опять лечо. Эту картошку я приготовила в пакете в микроволновке. Напомню, что я сегодня не выспалась, поэтому все готовлю на скорую руку. По 3 картошины я кладу мужчинам. Это примерно 200 грамм. Нам, девочкам, по 150, 2 картошки. Филе сельди каждому по одному кусочку, по весу примерно 100 грамм.
Добавляю лечи, это маринованная капуста с болгарским перцем, 2 хлебца, и напиток у нас опять лимонный сок, поскольку на улице стоит жара. Время 20:15, и наступил последний перекус. Вы знаете, я что-то за сегодня настолько устала, что перекусывать не хочу. Я выпью просто стакан воды, с вашего разрешения. Своим я разрешаю поесть по одному яблоку. Яблоко выбирайте сортов не кислых, поскольку кислые сорта, они вызывают чувство голода. Конечно, многие зрители, которые меня будут смотреть, начнут осуждать. Наташа, да как можно? Ты сидишь на правильном питании, кушаешь какую-то капусту, какую-то селедку, картошку. Это вообще запрещено при любых диетах. Самое главное — правильное питание. И я вам напомню о том, что я сегодня немножко расслабилась и готовила все на скорую руку. Реально, ребят, устала. Следующие ролики постараюсь сделать более продуктивные, более правильные. Но самое главное, чтобы я вышла на колораж. Считайте это какое-то послабление в правильном питании, как угодно. Но я вам показала мой обычный день. Такое я себе могу позволить раз в неделю. То есть я себе делаю тоже маленький выходной. Сегодня суббота. Что касается воды, вот этот стакан я пью последний раз. После 8:30, как бы вам сильно не захотелось пить, пить уже нельзя. Объясню почему. После 9 вечера вода пойдет в отечность, и вы наберете лишние килограммы. Поэтому, если вам очень хочется пить, вам достаточно подойти и сделать 2 глотка, смочить рот. Теперь я периодически буду выпускать такие передачи, как я живу, как я кушаю, что готовлю. И также буду вам рассказывать про активный образ жизни. Что для этого надо, какие упражнения я делаю. Дорогие мои зрители, на этом наш день с вами закончился. Если вам было интересно, оцените мою работу и поставьте лайки. А если вообще вам показался интересный мой канал, то, пожалуйста, подписывайтесь. Я всегда буду рада вам помочь и всегда буду рядом с вами, всегда смогу ответить на ваши вопросы. Ну а я с вами прощаюсь. С вами была Юнова Натали и телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Всем пока-пока, целую, обнимаю.